Есть вещи, о которых сложно рассказывать. Чаще всего это слишком хорошие вещи для своей стоимости. Этот монитор стоит своих денег. За его цену можно купить только Samsung с лютыми засветами. IPS-матрица этого ультрабюджетного монитора Redmi отлично подойдет для работы с графикой. Светодиодная подсветка в бюджетном мониторе крайняя редкость. Максимальная частота кадров 75 Гц, а не 60, как говорит производитель. И когда обманывают в худшую сторону, это по мне хорошо. Антибликовое покрытие, VGA-вход для старых компьютеров и ноутбуков, HDMI, конечно же, есть. Задняя стенка из алюминия, верх монитора толщиной всего 9 мм. Сейчас расскажу и про недостатки тоже. Tube 763, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. А сегодня я расскажу вам об ультрабюджетном мониторе Xiaomi Redmi A1. Новинка его не назвать, но альтернатив на данный момент по мне в данной ценовой категории просто нет. И я безумно хотел его протестировать, особенно после покупки монитора Xiaomi на 34 дюйма, которым я пользуюсь как основным уже несколько месяцев. И обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Монитором Redmi я пользовался около месяца как основным, и теперь кратко готов о нем рассказать. Да, это не из-за интереса от того, что свои 34 дюйма я перевез к новому месту жительства, а на старом, пока не уехал, решил пользоваться монитором попроще. Упаковка. Все максимально просто и безопасно. Комплектация. Монитор, ножка для установки на стол, компактный блок питания, инструкция на английском и китайском языках, но с картинками, что удобно для сборки, кабель HDMI с медным покрытием и монтажный комплект. Главное, конечно, монитор. Сходу, за полгода продаж данной модели, по отзывам, мониторы с битыми пикселями попадались единицам. В целом, брака у них по минимуму. Регулировка наклона в наличии, на себя его можно наклонить на 5 градусов, от себя на 15. Немного цифр. Компьютерный монитор Redmi A1 23,8 дюйма оснащен IPS-дисплеем с разрешением 1080p. Угол обзора здесь составляет 178 градусов, что для IPS-матрицы неудивительно. Соотношение сторон максимально стандартное 16 к 9, контрастность стандартна 1000 к 1, яркость 250 нит. Вроде бы мало, но в целом мне для повседневного было более чем достаточно и для монтажа роликов тоже. Скорость отклика 6 миллисекунд. В этот момент прямо ощущаю, как все псевдо-киберспортсмены закрыли обзор, и нет, играть на нем комфортно. Самое главное, шлейфов нет, но, конечно, для игр на любительском уровне. Частота обновления дисплея 60 Гц. По факту даже в настройках выставляется 75 Гц и ничего не слетает. Диагональ 60,5 см, количество цветов 16,7 миллиона, разрешение 1920 на 1080, кто не понял, что такое 1080p. Выход блока питания 12 вольт 2 ампера. Да, в итоге получаем 24 ватта потребления. Масса брутто 4,2 кг. Как вы понимаете, это с упаковкой. Размер дисплея 539 мм на 322 на 33 мм в самых толстых и широких его местах. Высота на подставке 421 мм. Подставка алюминиевая, устойчивая, на краях резиновые вставки, чтобы он не скользил. Толщина дисплея в верхней части всего 9 мм. Вес с подставкой лично у меня получился 2 кг 751 грамм. VGA и HDMI в наличии. Версия HDMI 1.4 для видеовхода. Скромно, но реалистично. Кто-то пишет, что здесь HDMI 2.0. Не знаю, зачем так обманывают продавцы, но 1.4 более чем достаточно, учитывая поддерживаемое разрешение. Управление кнопкой джойстиком, меню на китайском или на английском, на ваш выбор. Вплотную к стенке при таком подходе, кстати, его не поставить. Очень странно расположены элементы входов для HDMI и VGA. Получается, вся узость монитора слегка бесполезна. Рамки очень маленькие, характеристики монитора в AIDA вы можете сейчас посмотреть на экране. Меню только на английском языке, разумеется, с китайским. Яркости лично мне хватает. Матовое покрытие не бликует. Белый цвет показывает равномерно. Артефактов я не видел. При черном цвете можно выявить плохие пиксели. У меня, к моей радости, их не было. Так как монитор IPS, шима никакого нет. Технология устранения мерцания подсветки здесь FlyKeer Free отрабатывает по полной. Минусы. Нет регулировки высоты. Блок питания имеет китайскую вилку. С некоторых розеток просто вываливается. Нет крепления веса для крепления на стену или к столу с помощью держателей. Нет кабель-канала в ножке. Кабеля будут просто у вас болтаться, если вы сами не прикрепите ни на какие жгуты их. Мылится картинка слегка по краям, не больше 3 пикселей из-за особенностей подсветки. Крайне хлипкий микроджойстик, которым вы управляете меню собственного монитора. Лампочка-индикатор или отключение яркая и неотключаемая. Либо заклеивать ее скотчем или выкусывать. Меня лично она раздражает. Нижняя грань монитора часто не параллельна столу.
столу. Вот такая у них сборка. У многих до полусантиметра доходит разница. Не без недостатков. Самое неприятное — это неадекватная цена в странах СНГ. В Китае он стоит всего $79. В Российской Федерации дешевле $100 я не видел. И странный, но закономерный недостаток, учитывая, что это ультрабюджетник. Нет ICC профиля ни от Xiaomi, ни от TFT Central. Цветовой профиль International Color Consortium — это набор данных, которые характеризуют реальное цветовое пространство. Монитор, принтер и тому подобное. Или просто какие-либо цветовые пространства, абстрактные цветовые устройства. Примером такого пространства являются sRGB и ADAP RGB. Построить цветовой профиль можно для любого воспроизводящего или цветозахватывающего устройства, а кратко, когда у вас напечатанное фото после обработки на мониторе выдает другие цвета, значит все очень плохо настроено. Так вот здесь вот этот цветовой профиль ICC не настроить. Покупал я по ссылке в описании к видео. С 8 февраля распродажа на Алиэкспрессе. В моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии будут именные промокоды. Советую заглянуть туда, если вы решите что-либо брать, а все остальные промокоды будут уже разобраны. Резюмирую. За свою стоимость монитор просто совершенство. Адекватный моник по цене убогого телефона третьего эшелона. Это прямо хорошо. Завтра обзор или на MSFit BPU, или на ТВ-приставку. Пишите, что кому больше интересно в комментариях. Анкера я оставил на субботу. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды и подписывайтесь с колоколом. Девайс сюда или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.